буквально несколько секунд у вас займу времени для того, чтобы настроить прямой эфир на наш командный сайт. О нем я сегодня еще расскажу во время прямого эфира. Но чтобы мы не теряли время, пожалуйста, те, кто сейчас в онлайн, в 9 часов утра в субботу, коллеги, пожалуйста, напишите в комментариях в социальных сетях, если вы смотрите на них в Ютубе, ВКонтакте, в Фейсбуке, даже в Инстаграм можете писать, в 2 аккаунтах. Пишите, из какого вы города, как у вас погода. У нас тут совершенно неожиданно, неожиданно в декабре наступила зима. Лежит прям снег, мороз. Прям зима-зима. Итак, трансляцию на сайте я настроил. Последний штрих буквально. И мы с вами начинаем. Итак, вот он практически сделан. Отлично. Закроем это окошечко. Все, трансляция идет. Прекрасно. Сейчас гляну, сколько нас уже в это время смотрит людей. Где-то у нас это хорошо было прям отображено. Целых 7 человек. 7 человек не спят. Уже больше, уже 9 человек. Да, Людмила, добрый день. Пишите, пожалуйста, комментарии. Итак, представляться, наверное, довольно глупо, раз вы смотрите эфир на моей личной страничке, но я скажу, я Игорь Черноусов, я технический специалист Воронежского офиса компании Vivasan. Да, Людмила тоже пишет, что у них зима. Людмила, кажется, Москва, да? Не кажется, а точно Москва. Я работаю в воронежском офисе компании Vivasan, работаю конкретно на Ольгу Васильевну Шерешевой. О чем будет сегодняшний эфир? Я сегодня вам расскажу, то есть поделюсь теми обновлениями, которые мы реализовали до конца. И хочу прям сразу выразить большое человеческое спасибо Гаяне Гетфрид о том, что она опубликовала в своем Инстаграм пост о нашей платформе. Сегодня разговор пойдет именно об обучающей платформе VivaStars. Я расскажу, что же мы там сделали, чем она хороша. Поговорим немножко о онлайн-обучении. Вот я вижу, людей у нас становится больше. Татьяна, Юля, привет, Светлана, Елена, всем вам привет. Смотрят нас на Фейсбуке, на Ютубе. Где же контакт? Вот 2 человека смотрят на ВКонтакте. Татьяна Панарина, Светлана Гончарова. Спасибо вам, девчонки, что пришли, что поддерживаете. В принципе, этот прямой эфир для вас. Итак, я сегодня расскажу все-таки более подробно о нашей платформе. Почитайте рекламный пост на стене. Расскажу, чем она будет вам полезна, как вы ее можете использовать для продвижения себя лично и, естественно, компании Vivasan в целом. Потому что эту платформу мы создавали не для того, чтобы ей пользовался как кто-то один, либо какая-то одна ветка. Нет, мы это делали специально для того, чтобы все, кто хочет, именно правильно рекламировать бизнес и продукцию компании Vivasan, подключились, и совместными усилиями мы вышли на качественно новый уровень продвижения Vivasan в интернете. Многие уже для этого, конечно, что-то делают, но хотелось бы как-то все-таки объединяться. Я сегодня расскажу о том, чем же все-таки хорошо именно практическое обучение. Почему люди, которые работают на результаты, видят сразу результаты своей работы, такие обучения работают очень эффективно. Я расскажу о том, как зарегистрироваться на платформе. Регистрация, сразу хочу сказать, у нас абсолютно бесплатная, то есть ничего от вас не потребуется. И так как достаточно много людей у нас уже были зарегистрированы на платформе, но они сейчас зачем-то регистрируются второй раз, я вам расскажу, как восстановить доступ к своему личному кабинету и начать пользоваться именно обновлением нашей платформы. Итак, коллеги,
Если все понятно, о чем я сегодня буду вещать, постараюсь уложиться прям максимум в час, да, пожалуйста, напишите в комментариях, что все понятно, давай, рассказывай, либо плюсики какие-то поставите. Если есть какие-то предложения, если есть вопросы или предложения по самому прямому эфиру, пишите, я буду под вас подстраиваться, потому что я не говорящая голова, я человек, который видит вас. Вот я вижу, что вы есть, даже вот там в Инстаграм у нас кто-то есть. Да, понятно. Татьяна написала, все понятно. Юль Сафонова, окей. Сейчас включу комментарии. Вот, мне прям понравилось это делать. И вот так вот даже я научился их отключать. Кстати, те, кто пользуется сервисом Restream, а именно благодаря этому сервису вы сейчас нас смотрите во всех социальных сетях и, конечно, смотрите на нашем командном сайте. Я прям обязательно сейчас его покажу. Не могу это не сделать. Вот так он из себя выглядит. Вот уже включилась автоматически подписка на новости. Вот наш основной ресурс, который объединяет все наши действия в одном месте. Почему сайт? Почему трансляция ведется именно на сайт? Я подробно рассказал об этом на нашей обучающей платформе. Кто хочет глубоко вникнуть, как это все работает, посмотрите эти необязательные уроки. Просто на сайте есть такие маркетинговые инструменты, которые невозможно использовать в социальных сетях, ну, во всяком случае, на данный момент их развития. На сайте у нас есть вот эта замечательная, очень простая форма, заполнять которую не обязательно для того, чтобы посмотреть прямой эфир. То есть для того, чтобы посмотреть, нужно просто вот на кнопочку жмякнуть, и все, прямой эфир пошел. А вот эта контактная форма заполняется, если у вас есть какие-то конкретные вопросы. Либо, например, вы хотите, чтобы с вами связались, либо вы хотите подать заявку на регистрацию. Да? И человек, который вас пригласил, он получит в свой личный кабинет вот такую вот анкетку. Видите, вот анкета новая. То есть вот эти вот анкеты я регулярно сейчас получаю, потому что начал рассказывать более подробно о нашей классной, с моей точки зрения, платформе, вообще об этом классном направлении командной работы. И здесь, конечно, вы можете писать свои комментарии, я тоже это все вижу. В зависимости от того, где вы смотрите, там и пишите. Все это видится, все это соединяется в одно место. Да, доброе утро. Вот сейчас еще чей-то комментарий включу. Да, всем доброе утро, кто пришел. Итак, коллеги, начинаем. Начнем именно с онлайн-обучения или обучения вообще. Я имею моральное право об этом говорить, потому что я все-таки в далеком, правда, уже прошлом, но все-таки преподаватель, но как бы руки-то помнят, да, и все-таки всю последующую жизнь я работаю либо в сфере образования, либо сам что-то преподаю, либо помогаю развивать бизнес, связанный с образованием. Достаточно долго я работал свою жену, да, в языковом центре. Блять, худший период моей жизни. Но это всегда опыт, и какие-то плюсы из любого опыта человек выносит. Поэтому образование я знаю с разных ее сторон, поверьте. Поэтому имею моральное право об этом говорить. И вот все, кто имеет какой-то бизнес, кто учил своих партнеров, кто знает, что это такое, насколько это сложно, вот все, что я сейчас скажу, вы это поймете. Дело в том, что неважно, какой у вас бизнес, MLM-бизнес, либо традиционный бизнес, либо вы вообще где-то работаете на наемной работе, и ваши должностные обязанности входят учить новых новых ваших партнеров, то есть новых людей, которые пришли в вашу команду. Вот если вы когда-то этим занимались, то все, что я сейчас скажу, вы поймете. Вы четко понимаете, что недоученные или некорректно обученные люди, работающие вместе с вами, это те люди, которые вам не помогают развивать бизнес. Это люди чаще всего, которые мешают вам развивать ваш бизнес. То есть они своими некорректными действиями, которые они чаще всего делают с чистой совестью, с намерением помочь вам, да, но они не знают, как делать что-то правильно. И вот этими своими действиями они мешают развиваться вашему бизнесу и вашей компании.
Либо люди вообще ничего не делают, но потому что у них нет четкой инструкции, что нужно делать. И в компании кто работает? Работают те люди, которые вообще-то, работают там уже давно. И получается, вроде бы народу много, да, а работают один-два человека, потому что все остальные не знают, что им нужно делать для того, чтобы работать именно таким коллективом. Поэтому процесс обучения необходимо выстраивать. Я вот, к сожалению, вспоминая свою работу в разных местах, когда мне приходилось учить людей, понимаете, вот эти необученные люди, они как бы всегда очень хорошо вставляли палки в колеса. Ну, потому что нет физически время выстроить вот эту вот систему обучения. Я это понял достаточно быстро, да, и начал пытаться учить новых сотрудников по какой-то методике. Но, коллеги, поймите, почему многие компании не доводят систему обучения до нормального уровня. Потому что, всегда не хватает времени, да. И если у вас в течение месяца или двух там приходит один новый сотрудник, да, один новый партнер, то что-то там выстраивать такое грандиозное, у людей даже в голове об этом мысли не возникает, да. Но если в вашу компанию постоянно поступает приток, идет поток новых людей, и если у вас нет четкой методики обучения этих людей, ввода этих людей в бизнес, бизнес вообще не развивается. Вот постоянный приток новых людей в бизнес, он происходит только в одном случае, если вы работаете командой. Если мы говорим об MLM компаниях, да, и либо постоянный приток людей в бизнес, в традиционный бизнес, мы говорим о тех компаниях, которые просто используют людей, да, которые постоянно чего-то ищут, да, там берут новых сотрудников, либо там очень такая напряженная работа, там какие-то колл-центры, там очень большая текучка, да, но все равно у всех, у кого приток людей, и люди понимают, что нужно развивать свой бизнес, системы обучения построены, они есть. И сейчас очень хорошо работают всякие различные варианты онлайн-образования. Хотя, не поверите, вот абсолютно недавно я видел рекламу, она меня прям очень умилила. Знаете, написано «живое» внизу, онлайн перечеркнуто обучение. То есть живое обучение сейчас уже как бы какая-то диковинка, да, хотя, например, год назад там онлайн обучение не было так развито, да, но жизнь, как говорится, заставила. Сейчас тут задали вопрос, я на него отвечу. Это Юля. Хорошо, Юль, зарегистрировался в Вивасан, особенно для консультантов. Да, нужно заявку оформлять. Поэтому, коллеги, понимаете, методики обучения сейчас люди выстраивают, компании строят свои обучающие платформы, да? Но с какими проблемами люди, которые приходят учиться на эти платформы, сталкиваются? Их достаточно много, я их не буду перечислять все, поверьте, я в этой сфере очень серьезно поварился. Я озвучу только две таких очень важных проблемы, которые вообще рубят это образование на корню. Значит, проблема номер один – это человек вообще не понимает, зачем он это изучает. Просто у него в голове ничего не срастается, у него только один вопрос: нафиг я трачу на это время? Причем уверен, что все мы с вами учились в школе, и в школе дети такие вопросы не задают, но просто даже еще мыслей таких не возникает, зачем учиться, да? Да, вот как тут правильно написали, обучаться чему, да? Чему обучаться? Чему меня вообще тут учат? О чем этот человек рассказывает? Я не понимаю, да? И когда человек еще в таком раннем возрасте, он такие вопросы не задает, он просто делает, что ему говорят, и все, да? Но, например, когда вы приходите в институт, вы начинаете задаваться вопросами: а нафиг мне это? Я вот сейчас не понял, зачем я столько времени убил и нервов на эту, начертательную геометрию. Не понимаю, нахрен мне этот предмет в жизни пригодился. Ничего. Все эти развития каких-то там мышлений трехмерные, о чем мне там говорили. Но не пригодилось мне это вообще. Я физически мучился, когда я весь этот бред, с моей точки зрения, учил. Поэтому такой вопрос однозначно задают многие люди. Они не понимают, зачем они это учат.
И, естественно, дойти до конца обучения, если человек не понимает, зачем он это делает, и еще получить какой-то результат там, после этого обучения, ну, это нереально, понимаете? Все, обучение, вот оно, кирдык, оно уже закончилось. Если у человека возник такой вопрос, и он не смог, либо ему не помогли на него ответить. Сразу хочу сказать, ну, пустых знаний не бывает. Поверьте, все чего-то когда-то пригодится. Но если мы говорим о том, что человек учится не для того, чтобы просто развить свой уровень, там, стать умнее, блин, что очень полезно вообще-то для жизни, мы говорим о том, что человек учится с конкретной целью, чтобы начать зарабатывать. Да, он пришел, ему нужно быстро обучиться и начать зарабатывать, понимаете? Ему не нужно вот это вот все счастье, эти все там, блин, установки, поменяй свое мышление, там, медитируй, блин, там, сиди, дыши в эту сторону, потом вот начнут тебя дышать с той стороны. Это все не нужно. Нужны конкретные простые действия. Вот на 2 кнопки нажал, 3-ю вот засветилась, вот сюда перешел, все, заработало, блин. И, к сожалению, во многих обучениях такого нет. Это первая проблема. И вторая проблема, она может быть еще более извращеннее, понимаете? Вот людей можно обидеть по-разному. То есть можно конкретно их послать, вот честно сказать, иди ты, блин, вот все. Человек поволновался, да, там сказал, ну вот там с дебилом общаюсь и ушел, да. А можно человеку навредить чуть так творчески, да, то есть вроде бы как-то ты к нему хорошо относишься, но просто ты ему срешь, извините за выражение, в душу, да. И вот есть такие обучения, которые вот именно работают по этой методике. Когда на человека, который хочет учиться, вот очень важно, человек хочет учиться, на него вываливается просто какой-то вот дикий объем информации, причем он смотрит каждый урок и понимает, что, блин, ну полезное что-то, реально ценное, ой, прям вот очень-очень важное, да. Вот все это вываливается на человека, но информации столько много, что человек не может это все собрать в систему, он не понимает, как этим пользоваться. Вот очень много разрозненных полезных знаний, которые просто вывалились на человека. Вот кто покупал какие-то курсы, вот мы недавно тут с моим знакомым приобрели, причем это не мы только, не в России только этим грешат, это грешат и в других странах. Мы купили там у америкосов курс, и нам в качестве бонусов, мы там купили по VIP-программе, и нам в качестве бонусов навалили столько, вот именно навалили, то есть другого слова я не могу подобрать, бонусов полезных. Они все на английском, но потому что далеко не русскоязычная аудитория там покупает. Они все на английском, что, конечно, очень понятно, да, и их очень много. И вот когда мы это все получили, я понял, что, блин, лучше бы мы вообще этот VIP-пакет не покупали. Вот реально, лучше бы мы взяли меньше и вышли на какой-то результат, чем вот разбираться вот с таким вот хламом. Ну, хламом тут неправильно назвать, то есть это очень ценная информация, за нее там люди бабки платят. Но она сейчас не нужна на данном этапе. Она будет просто лежать и давить на человека. И человек будет мучиться. Я столько денег отвалил, вот столько у меня всего полезного, но у меня не хватает времени все это изучить. Но не хватает времени все это изучить, понимаете? Все это счастье лежит, за которое я еще деньги заплатил, а изучать я это не могу. И вот тогда наступает полный кирдык. Это еще хуже, понимаете, чем вот эти вот метания. То есть здесь человек, когда он не знает, зачем он изучается, ну, он бросит. А тут столько всего, и все полезно, и нужно, блин, все учить. И люди понимают, что, не извините, либо я сейчас начинаю только учиться, да, и забрасываю все, а либо, например, я вообще все забрасываю и просто сижу вот так вот, и не знаю, что делать. Все, я не знаю, что делать. Да, здравствуйте, тут еще люди подходят. Сейчас гляну, сколько нас сейчас смотрят. Да нифига себе. Да, так что ж народ-то, время 9:18, суббота. Что мы не спим-то? Я понятно. Я встал пораньше, чтобы вам рассказать информацию и бежать на работу. Я благодарю, что вы пришли все. Всем спасибо. Всех я вас вижу. Итак, коллеги, вот это вот 2, с моей точки зрения, основные проблемы. Понимаете? И мы, к счастью, их на своей платформе решили. Я знаю эти проблемы, и не только их.
Поэтому вот этот наш апдейт, новая версия платформы, обучающей Vivastars, она этими проблемами не грешит. Конечно, я еще их там буду подпиливать, надеюсь, с вашей помощью, и мы сделаем вообще там все изумительно. Да? Вот почему же мы начали делать обучающую платформу? Да и просто по одной очень важной причине. Потому что когда какой-то новичок, пришедший в ваш бизнес, да, не имеет или не понимает, что ему нужно делать, да, когда этот человек начинает к вам там доставать с вопросами какими-то одинаковыми, да, а у вас и так этих новичков достаточно много, да, вы не можете его обучить, то есть у человека идет разочарование, вот это понятие «быстрый старт», ему же нужно стартануть. Плюс еще понимаете, какая ситуация? Если нет методики обучения, люди начинают просто как губки пить ваше время. Вот реально как губки пить ваше время. То есть человеку нравится ходить и не учиться, да, а вот так вот как-то вот как будто бы он учится, понимаете? То есть прийти, какие-то вопросы умные позадавать, да, и потом нифига не делать. Понимаете, вот есть люди, которые как бы считают, что они хотят зарабатывать деньги, они как бы считают, что они хотят учиться, но на самом деле они просто ничего этого не хотят. Они просто вот хотят потратить, например, лично ваше время, сымитировать какую-то работу и так далее. И вот понимаете, коллеги, если у вас есть обучающая платформа с уроками, с заданиями, да, вы таким людям задаете очень простые вопросы. Скажи, пожалуйста, а когда последний раз ты на платформу-то заходил, да? Или скажи, пожалуйста, а какой конкретно урок, там, 2, 3, 4, 5 тебе непонятен? И когда вы видите, что человек вообще нифига не смотрел из этого обучения, да, но ему нравится ходить и задавать вопросы, понимаете? Вы видите, что человек не выполнил одного домашнего задания, да, но он разочаровывается, почему же у него ничего не получается в жизни, да, или там в построении бизнеса. Да потому что ты ни хрена не делаешь, кроме нытья и хождения к кому-то и к чему-то, понимаете? Причем проверить таких людей или вычленить таких людей, когда у вас есть именно онлайн обучающая платформа, это делается на раз. На раз это делается. Вы видите, что человек делает. Платформа все записывает, и где вы учитесь, и сколько раз вы туда заходили, и какие уроки вы прошли, и что вы не прошли. Все это видно, вы как облупленные. Поэтому еще один мега плюс вот этой системы обучения – это сразу людей делить на лентяев, на имитаторов чего-то, да, имитировать можно разное, и людей, которые, правда, с чем-то не разобрались, потому что, понимаете, у всех уровень восприятия информации, он абсолютно разный, он очень разный, поэтому лучший, конечно, процесс обучения – это наставничество. Почему? Чем хорош MLM, да? Это система наставников. То есть у вас есть конкретный человек, который помогает лично вам, понимаете? Вот в армии есть такое понятие дедовщина, которое вообще-то извращено, но изначально это подразумевалось именно как наставничество. То есть с погранзаставы люди увольнялись, дембеля увольнялись с большим, скажем так, запозданием, там месяц, 2, там 3 месяца. То есть все уже дома там водку жрут, да, а мы еще там на заставе тоже водку жрем. Нет, мы готовим свою смену, потому что с заставы человек не может уйти, когда у него нет достойной обученной смены, понимаете. И дембеля, они именно только этим и занимались, если служба соответствовала именно понятию службы. Вот точно так же и у нас. Если у вас есть методика, если вы пригласили на обучающую платформу человека, вы его и ведете, вы за него отвечаете. Вы его в бизнес пригласили, лично вы его должны научить, не Петя, не Вася, да? Лично вы должны этого человека провести. Но чтобы вам было легче этого человека учить, вот вам и дается обучающая платформа с готовыми уроками, но это все только часть тех знаний, которые должен получить человек. Вы как наставник, вы как пригласивший человек должны этого человека по урокам вести, и именно так все это работает. Так, я сейчас посмотрю, какие тут есть вопросы.
Таких очень много. Ну да, я правда, не совсем понял, кого таких, но и я надеюсь, что это вопрос надо было вовремя прочитать. Вот тут большой вопрос Юль написал. Обучение нужно для грамотного продвижения онлайн. Да, Юль, я полностью с тобой согласен. Так, здравствуйте. Так у меня было большой объем. Да, я понял. Надо было мне вовремя эти вопросы читать. Итак, коллеги, надеюсь, проблема обозначена. Если вы знаете еще какие-то вопросы с онлайн-обучением, пожалуйста, напишите. Можете поделиться своим опытом. Может быть, кто-то учился. Может быть, кому-то что-то очень понравилось, какое-то обучение. Напишите, чем конкретно оно вам понравилось. Мне это будет реально очень интересно. Потому что я работаю в сфере обучения и собираю различные очень полезные и нужные знания. Так, ну а теперь давайте все-таки перейдем к тому, что сделали мы, для кого мы это делали и как это все работает. Я сейчас вот хлебну вот этого напитка, это вообще-то кофе со сгущенкой. Правда, зачем и почему эти люди назвали этот продукт, продуктом не могу это назвать, сгущенным молоком, вот я вот второй день бьюсь в догадках. Почему они назвали эту жидкость, не могу назвать, эту жижу, да, сгущенным молоком, вот вообще не могу понять. Вот на что угодно похоже, но только не на сгущенку. Насколько раньше я любил, сейчас просто мучаюсь второй день. Вот прямо сейчас мучаюсь, это на лице написано. Итак, я сейчас включу демонстрацию экрана. Вот разверну его на весь экранчик и перейду на нашу обучающую платформу. Так. Не перешел сейчас. Вы даже можете следить за руками, как я это делаю. Я перехожу на наш командный сайт. Причем обратите внимание, коллеги, я вбиваю адрес этого сайта zkbv.ru не в поисковую строку, потому что искать тут нечего, коллеги. Все уже найдено. Это адрес сайта, он уже найден. Я его просто вбиваю в адресную строку. Вот сейчас делаю так покрупнее. Вот адрес нашего основного сайта, зайдя на который вы можете получить доступ ко всем нашим услугам, ко всем нашим направлениям и использовать их для продвижения себя, своего бизнеса. Итак, я вбил zkbv.ru в адресной строке, вот попал на нашу страничку. Но обращение Ольги Васильевны я уже много раз слышал. Надеюсь, на следующей неделе мы его обновим, да? И вот с этой главной странички я перехожу на страничку нашей обучающей платформы. Это страничка регистрации. Как регистрироваться на платформе, я расскажу. Сейчас для кого мы это делали? Я всегда считал, что прежде чем человек что-то начнет делать, он должен понимать, для чего это сделано, какую пользу ему принесет, и принять осмысленное решение, нужно мне это или не нужно. Итак, для кого же мы создавали нашу обучающую платформу? Конечно, в первую очередь для новичков компании Vivasan. То есть для людей, которые пришли в компанию и хотят о компании узнать полезную или нужную им информацию. Конечно, о компании новичкам рассказывают пригласившие их люди. Конечно, очень много информации на официальных сайтах компании, да? Но, как я уже говорил, лучший вариант обучения – это когда все собрано в одном месте, когда это в формате видеоуроков небольших, понятных, и эти видеоуроки записывают люди, которые имеют моральное право рассказывать об этом. То есть наша обучающая платформа начинается с урока президента компании Vivasan, то есть человека, который построил международную компанию, и он как раз и рассказывает, то есть делает введение о Vivasan, что это такое, для чего, для кого это создавалось. У нас есть уроки от Ольги Васильевны Шерешевой, то есть человека, который в ранге генерального директора в компании Vivasan. И есть уроки, в которых Ольга Васильевна рассказывает именно о том, как строить бизнес, и причем она рассказывает не понаслышке, она рассказывает именно о том, что сделала она, то есть о своем опыте, то есть человеку есть чем поделиться,
рассказать, потому что дорастают до генеральных директоров далеко не все. Вот я вам сейчас показываю личный кабинет и вот эти вот уроки ознакомительной части. Дальше пошли уроки, которые написали менеджеры нашей компании, то есть люди, которые пользуются продуктом, которые рассказывают о тех продуктах, которые они регулярно используют, которые они знают. Это, опять же, сделано в формате коротких видеоуроков. То есть просматривать эти уроки можно практически в режиме без остановки. Обратите внимание, все эти уроки носят такой ознакомительный характер. Здесь нет никаких домашних заданий, то есть никто вас не будет останавливать. Если есть время, пожалуйста, смотрим, узнаем что-то новое о компании, о бизнесе и так далее. Вот такой формат, он достаточно удобен, потому что появилось у вас время поучиться, да, вы посмотрели эти уроки, то есть появилось еще время, еще посмотрели. Потому что чаще всего новички приходят в компанию либо на человека, либо на какой-то один продукт. И ничего другого о компании чаще всего и не знают. Поэтому вот такой информационный материал, он с моей точки зрения очень полезен для того, чтобы быстро человеку ввести в понимание, куда он пришел, где он находится, какие люди его окружают. Вот, причем эту ознакомительную часть мы будем дополнять. И я очень надеюсь на то, что те, кто смотрит сейчас этот вебинар, ну и все последующие, я буду продолжать рассказывать о нашей платформе. То есть если вы работаете в компании Vivasan, если у вас есть какие-то свои любимые продукты, и вы хотите рассказать о них, поделиться этой информацией, пожалуйста, записывайте видео, отправляйте их в техподдержку, мы выложим их на нашей платформе. То есть на нашей платформе. Это не моя, не Ольги Васильевны, не еще чья-то. Это наша платформа, которую мы реально делали для всех. То есть мы не пытаемся там тянуть одеяло на себя и так далее. Пользуйтесь. Специально сделали для того, чтобы люди пользовались и получали какую-то пользу для себя, для своих команд и в целом для компании. Вот. Причем эту ознакомительную часть, на эту ознакомительную часть можно приглашать не только людей, которые зарегистрированы в компании Vivasan. То есть можно приглашать всех, кто вообще интересуется здравым, как говорит бородатый мудрец, здоровым образом жизни. Сейчас очень важно получать какую-то альтернативную информацию о сохранении здоровья. То есть то, что говорит нам официальная медицина, то, что нам говорят там официальные каналы, это, конечно, слушайте, пожалуйста, но нужно получать информацию из других источников. Вот мы сделали все возможное, чтобы вы понимали, как вы сейчас можете сохранять свое здоровье и своих близких и оставаться здоровым. Вот для этого как раз и создана наша вот эта открытая знакомительная часть, которая так и называется. Знакомьтесь, международная компания Vivasan. Вот, конечно, сердце нашей обучающей платформы, тело, мозг, как хотите называйте, это вот эти 3 урока или 3 курса. Один такой чисто технический, как пользоваться тренинг-центром, потому что если у вас не было никогда еще опыта в онлайн-обучении, вот эти 3 урока, нет, 5 уроков, которые я тут записал, да, но из них 2 таких чисто технических, то есть информационных 3 урока, вам желательно бы посмотреть, потому что у тех, у кого нет практического опыта в онлайн-обучении, вот та короткая информация, она будет вам очень нужна для того, чтобы с технической точки зрения проходить обучение на нашей платформе. Конечно, сердце нашего обучения – это уроки президента. Здесь сейчас собраны 3 урока президента, в которых он рассказывает именно о том, как выстроить свою бытовую структуру, то есть как развиваться в Vivasan, какие навыки вам нужны для того, чтобы развиваться в компании Vivasan. Конечно, вот к этой части или к этим урокам мы открываем доступ для тех, кто уже зарегистрирован в компании Vivasan, и тех, кто хочет, но во всяком случае не остаться только потребителем. Либо, например, вы хотите приобретать
приобретать продукцию с частичной оплатой деньгами. То есть часть стоимости вы будете получать в качестве, оплачивать теми бонусами, которые вам выплачивает компания за действия, которые вы производите, работая в компании. Да? Если вы работаете эффективно, вы можете вообще эти продукты забирать абсолютно без денег, то есть оплачивая бонусами. Ну а кто вышел уже на более профессиональный уровень, да, вы можете и выходить уже на денежное вознаграждение, то есть получать зарплату, если вы начинаете уже трудиться в компании эффективно. И вот что вам для этого нужно делать, чтобы выйти, например, на деньги, либо покупать продукцию или приобретать продукцию абсолютно бесплатно. Об этом рассказывает президент. И урок, который называется «Практическая реализация уроков президента», это как раз то, как правильно рекламировать компанию Vivasan и продукцию в интернете. То есть мы не стали говорить о том, как это делать в жизни, потому что об этом все рассказал президент. Мы конкретно рекомендации, которые дал президент, реализовали в интернет-пространстве. Потому что все-таки лучший и наиболее эффективный способ что-то продавать, что-то рекламировать, это делать грамотные презентации. Президент об этом и говорит. Проводите регулярные презентации продукта, бизнеса, да, и главное, приглашайте на эти презентации людей. Вот, по большому счету, вся идея. И сайт, который я вам показывал, это сайт, на котором именно эти презентации и проходят. И каждый человек, который хочет получить какую-то пользу, поучаствовать в системе, он получает на этот сайт свою персональную ссылку и приглашает по этой персональной ссылке людей на наши прямые эфиры. То есть если вы сейчас еще не готовы сами проводить прямые эфиры, они проводятся. Просто приглашайте на эти прямые эфиры заинтересованных людей, и вы будете получать оплату в качестве анкет, то есть контактов людей, которым то, что они увидели, им понравилось. И все, что вам останется сделать, это просто уже общаться с этими людьми и более подробно рассказывать им о компании и, как говорят, подписывать в компанию. Так, вот тут еще вопросы. Сейчас я на них отвечу. Здесь нужно регистрироваться на платформе, да, чтобы получить доступ к личному кабинету, необходимо пройти регистрацию. Она абсолютно бесплатна, я об этом и расскажу. Ну, классический вопрос. Сейчас. Нет, это я уже где-то тут про запись опять спросили, если будет ли идти запись. Запись уже идет. Так, еще вопрос, которые могут потреблять продукцию, так и обучение. Извините, не совсем понял, но, наверное. Вот, в принципе, я вам сейчас в двух словах рассказал, как работает наша схема, да. Но сейчас я вам ее покажу чуть-чуть более подробно, потому что на нашей платформе, на нашем сайте, на котором я вот сейчас нахожусь, рассказано, из каких частей она состоит. Вот ознакомительный блок, о котором я сказал, здесь даже статистика, сколько уроков, длительность урока, количество людей, которые приняли участие. Вот уроки президента, часть уроки президента. Тут я немножко лоханулся, 2 раза отобразил этот блок, да? Сейчас подправлю. А вот как работает сама система. Вот обратите внимание, конечно, все начинается именно с бесплатной регистрации, которую можно пройти и лучше проходить именно вот с этого сайта. Вы попадаете после бесплатной регистрации в личный кабинет. Вот я сейчас нахожусь в своем личном кабинете. Следующим шагом, после того, как вам открыли доступ в личный кабинет, вы начинаете проходить обучение, то есть проходите уроки ознакомительной части, потому что, чтобы приглашать куда-то, нужно понимать, куда вы приглашаете. Знакомитесь с уроками президента, в которых он очень подробно рассказал, как правильно людей приглашать на презентации. Вы получаете доступ к промо-материалам, потому что, чтобы людей приглашать, рекламировать компанию, вам для этого нужны правильные рекламные материалы. И вот у нас целый чат сейчас работает, в котором собрались люди, которые создают качественные рекламные материалы для рекламы компании Vivasan. И вот после основной части мы соберемся и поговорим именно о том, как это делается. Я еще раз покажу, как работать в Крелло.
То есть все, что нужно для того, чтобы вы могли рекламировать Vivasan, у вас уже сделано людьми, которые занимаются этим. Вам нужно просто брать и просто-напросто использовать. Изучив уроки президента, вы начинаете изучать курс, который называется «Практическая реализация». Здесь изучение уроков происходит несколько по-другому. То есть вот эти вот первые вводные уроки, да, которые рассказывают, как работает вся схема, они обозначены на платформе как необязательно. Это для тех, кто хочет вообще разобраться во всех этих тонкостях и, возможно, выстроить себе что-то свое. Причем такая возможность есть, и техническая поддержка вам в этом поможет. Вот, то есть все, что мы используем, без всяких тайн, я вот здесь вот рассказал. А те, кто хочет сразу начать работать, вы можете начинать вот с 5-го урока. Это подключаем командный сайт. То есть вот этот вот сайт, который я вам уже показывал, на котором идет трансляция. Что значит подключаем сайт? Вы получаете на этот сайт свою личную персональную ссылку. Вот эта личная, персональная или реферальная ссылка – это то, на чем держится весь интернет-маркетинг. Потому что любой ресурс, который поддерживает систему партнерских программ или реферальных программ, он вот такие ссылки раздает. Для чего? Для того, чтобы вы могли получать оплату за свою работу. То есть приглашая людей на наш сайт, вы лично вы, то есть пригласивший человек, будет получать вот эти вот анкеты. То есть не человек, который проводит эту презентацию, понимаете, неважно, кто ее проводит. Главное, что вы приглашаете, и вы лично в свой кабинет получаете анкеты. Хорошо поработал, значит, получил много анкет. Поэтому подключили сайт, делается это сразу же, как только вы посмотрели урок, как подключить сайт. Для этого нужно нажать всего лишь одну кнопку. Ну и дальше мы переходим именно к рекламе. У вас уже все есть, у вас есть рекламные материалы, у вас есть ссылка. Начинаем рекламироваться. Начинаем, естественно, с социальных сетей, потому что любое мероприятие, которое проходит в интернете, лучше рекламировать именно в социальных сетях. И для этого у нас есть, смотрите, уроки. То есть первый урок – это система приглашения в социальных сетях, рекламный пост на личной страничке – это первый источник привлечения, и рекламный пост в группах. Вот с этого можно и нужно начинать, потому что это самый простой, 100% дублицированный способ рекламы какого-то мероприятия. Если вы никогда этим не занимались, посмотрев эти 6-7-минутные уроки, вы сможете это делать. Так, что-то Татьяна написала, она всегда пишет по... Да, Татьяна, я все запишу, то есть не я запишу, все будет записано, не волнуйтесь. Кто уходит, запись будет, лежать будет там же на сайте и на моих страничках. Вот даже если вы никогда не занимались социальными сетями, но у вас есть профили, вы в них там собачки играете или кошечек лайкаете, вот сейчас это можно использовать именно для того, чтобы рекламировать компанию Vivasan. Конечно, рекламные посты – это для тех, кто особо не любит работать, если честно сказать. Это для тех, это те действия, которые вообще-то можно автоматизировать, причем автоматизировать полностью. То, что должен научиться любой человек, работающий в MLM, а MLM – это бизнес-отношения, это научиться с людьми общаться. И нужно уметь с людьми общаться в социальных сетях. Вот второй источник трафика из социальных сетей – это именно личные приглашения. Этому посвящены целых 2 урока, они наиболее большие. Потому что здесь, конечно, очень важная информация, ничего принципиально нового вы, наверное, не услышите, все естественные вещи. То есть здесь просто дублируются те рекомендации, которые дает президент в своих уроках, как правильно выстраивать диалоги. Потому что, к сожалению, большинство людей, MLM-предпринимателей, они в социальных сетях не общаются. То есть раскидывание ссылок, раскидывание ссылки своей, идите туда-то, не спросив у человека, нужно ему это вообще, это никаким образом нельзя назвать ни приглашением, ни общением. Это просто раскидывание ссылок. Если вы так общаетесь с людьми, запустите программу, она это будет делать лучше, чем вы, поверьте. Я говорю именно о приобретении навыка общения в социальных сетях. И это можно сделать, и каждый, кто хочет, этому может научиться.
Вот, если с социальными сетями еще не очень получается, используйте мессенджеры. Вот у нас по статистике больше 50% людей приходят из мессенджеров. В мессенджерах другая немножко аудитория, более теплая, и, возможно, для кого-то мессенджеры станут таким хорошим источником привлечения людей на мероприятие. Но мессенджеры – это ваши близкие контакты, и новых людей из мессенджеров, к сожалению, на первоначальном этапе большинство из MLM-предпринимателей привлекать нормально не может. Вот, но даже если у вас с мессенджерами не пошло, не нравятся вам все эти гаджеты, все эти телефоны, эти компьютеры, планшеты и так далее, вы можете использовать для приглашения на онлайн-мероприятия, которые проходят на сайте, традиционные, привычные вам методы. То есть личные встречи, телефонные разговоры, есть очень понятная методика, очень конкретный алгоритм действий, что нужно делать, чтобы человек перешел по вашей ссылке на вот такой ваш личный, получается, сайт проведения прямых эфиров. То есть посмотрите эти уроки, они очень короткие, и просто-напросто делайте. Еще один мега важный инструмент, который дает наша система. Я говорил, что если человек не понимает, зачем он это делает, не видит результатов своей работы, работать человеку крайне сложно. На нашей платформе в разделе «Сайты», в разделе «Подключенные», именно здесь вы подключаете что-то, да, вы всегда видите статистику. То есть какое количество людей откликнулись на ваше приглашение, то есть количество переходов, причем можете посмотреть, в какие дни вы, извините, работали, а в какие дни вы, извините, бездельничали, понимаете? Какое количество людей заполнило регистрационные данные по вашей рекомендации. То есть все это есть на платформе в вашем личном кабинете, и все это благодаря статистике. Хотите работать более эффективно, используйте нетворкинг. Что такое нетворкинг, рассказал президент. У нас есть несколько уроков, как это делать именно в интернет-пространстве. Ну и когда вы начинаете работать, у вас по-любому будут появляться вот эти вот анкеты. Вот эти вот новые анкеты, которых сейчас уже сколько, что-то вот прям прилично уже понабежало, да, у вас будут появляться новые анкеты. Их надо обрабатывать. Для этого не нужно никаких записочек, никаких бумажечек, да. Личный кабинет дает вам мини-СРМ. СРМ – это система ведения клиентов. Очень простые, понятные действия. Об этом записан отдельный урок. Как закрывать анкеты, тоже записан урок. Изучите это и выполняйте. Конечно, далеко не все анкеты у вас будут закрыты с оценкой плюс. Многих людей придется удалить, многие заполнили анкеты непонятно зачем, да, но всегда будут люди, которые заинтересовались той презентацией, на которую вы людей пригласили. И вот смотрите, чем это заканчивается. Вы просто-напросто подтверждаете эту анкету, и человек получает доступ к нашей обучающей платформе. То есть он также проходит бесплатную регистрацию, причем очень просто эта регистрация проходится, я сейчас вам расскажу, как это делается. И что он делает? Он попадает вот на этот этап номер 1. И тоже начинает двигаться вот по этой вот цепочке. То есть он понимает, что нужно делать. То есть это очень важно для MLM, это называется дубликация, то есть вы проделали какую-то работу сами, и теперь начинает делать эту работу пригласивший вас человек. То, что я вам показываю, этот сайт, он вот таким вот образом отображается на компьютерах, на мобильных устройствах он отображается немножко по-другому, но смысл остается тот же самый. Вот что такое наша обучающая платформа, как работает эта система. Схема очень простая, очень эффективная. Придумали ее не мы, ее даже не президент придумал. Эта схема именно наиболее эффективных продаж любого товара, любой услуги. Понимаете? То есть презентации проводите, делайте это качественно, и будет у вас счастье. Вопросы выше в чате. Народ, если честно сказать, так, вот они тогда вопросы. Сейчас посмотрю. Игорь, а есть ли смысл ли трафик на ваши продукты на русскоязычных в Египте или Турции? Понимаете, хороший вопрос, но поймите, мы сейчас льем трафик не на продукты.
мы сейчас льем трафик на идею построения команд. Вот те, кто зациклен только на прямых продажах, вы поймите, коллеги, это, конечно, хороший способ зарабатывания денег, но здесь деньги зарабатываются только тогда, когда вы что-то делаете. Как только вы перестаете продавать, либо вы не смогли выстроить методику продаж на автомате, а в интернете можно это построить, не сразу, но можно, да? Вот когда у нас заработает интернет-магазин, я об этом буду рассказывать. Сейчас я говорю о том, что есть смысл приглашать на наши мероприятия людей, которые заинтересованы вопросами здоровья. Потому что на наших мероприятиях в понедельник и в четверг выступают именно компетентные люди. То есть люди с медицинским образованием, люди, которые имеют практический опыт в решении каких-то проблем со здоровьем. И сейчас для многих это очень важно. Я не говорю, ребята, давайте массово приглашайте, то есть вкладывайте деньги там в платную рекламу. Вы поймите, сейчас мы наши мероприятия развиваем с вложением 0 рублей. Поймите, в чем сила любой MLM-компании, потому что нас много. И каждый, выполняя очень простые действия, о которых я рассказываю на платформе, затрачивая 0 рублей бабла, будет получать результат и будет работать весь проект. Потому что к этой методике привлечения людей на презентации можно подключить 1000 человек, можно 10, можно 10 тысяч. Вообще unlimited. То есть какое количество людей будет приглашать, это вообще ничем и не ограничивается. Чем больше, тем лучше. Вебинары будут более интересны. Вот мы сейчас на наших вебинарах уже прошли отметку 50 человек в живом эфире. Это очень хорошая цифра. Надеюсь, она будет еще, не надеюсь, я знаю, что она еще будет больше увеличиваться, потому что наконец-то мы собрали базу в чат-ботах, и теперь вот со следующей недели будем делать по этой базе рассылки, потому что 300 человек – это уже нормальная цифра заинтересованных людей, которые сами подписались в трезвом уме и честной памяти. Вот поэтому… Если мы говорим о продажах продукции, то подождите, когда будем говорить об интернет-магазине. То, что есть смысл вкладывать деньги, однозначно есть, потому что, зайдите в Яндекс и посмотрите, какое количество интернет-магазинов Vivasan вкладывает бабло в директ в Яндексе. Но если люди регулярно, постоянно, не месяц, не два, а уже очень долго времени рекламируются в Яндексе, значит, они же не идиоты, поймите. Значит, эта реклама дает им результат, то есть идет и конкретный профит, да? Поэтому, коллеги, рекламировать продукцию Vivasan лично мне легко и просто, потому что, понимаете, рекламировать легко и просто то, во что ты веришь, то, что помогает лично тебе и, например, помогает твоим близким. Но я уже рассказывал там о своем папе, которого ничего нереально заставить проглотить, выпить и так далее. Но он с такой сейчас счастьем, радостью просит там принести ему масло сосновое, которое пахнет вот елками, очень ему нравится. Вот он просит, чтобы ему накапали, он это нюхает, он меньше чихает, то есть меньше кашляет. То есть я вижу результаты на своем отце. Вот вчерашний результат. У меня вот в связи с этими нервотрепками давление где-то 167 на 110, то есть высокое, нижнее, сердце такое, знаете, тяжелое. То есть, опять такой дикий стресс, да. И вот девчонки мне маслом иланг-иланг помазали, а я тут еще, опять же, благодаря советам наших специалистов, использовал жескач метод, то есть на ватку и вот в одну ноздрю всунул. Вот через 15-20 минут вот эта тяжесть, это беспокойство, оно куда-то уходит. Ты его как не замечаешь, как-то вот становится это ровненько, понимаете? То есть это работает. Поэтому я это могу с чистой совестью вам сейчас это в лицо сказать. Я вижу, что это работает. Поэтому если это помогает мне, надеюсь, это еще кому-то поможет. Потому что проблема с давлением, извините, это, тут через одного, потому что сейчас все психуют, переживают и так далее. Так, доброе утро, всем успешного запива. Не, сегодня пить мы не будем. Сегодня алкоголя не будет, потому что сейчас алкоголь как-то не идет. Итак, коллеги, вот что такое наша платформа. Я бы ее сейчас даже назвал не обучающей, это все-таки больше инструкции.
инструкции к действиям, потому что ну, нет каких-то глубоких теоретических знаний. Я там не рассказываю, ребята, давайте там развивать YouTube-каналы, ребята, давайте там развивать профили в Instagram. Вы это сами поймете, вы к необходимости всего это придете сами. И тогда вы сами захотите развивать все эти источники, но никто вас заставлять не будет, понимаете? Вы это будете делать постепенно, спокойно и так далее. Но начинать сразу новичку, который никогда этим не занимался, с этого не надо, понимаете? Лучше выполнять сразу простые, понятные действия, которые дают конкретные результаты. И тогда будет счастье. Александр, я знаю, что это вы. Я на все ваши сообщения, я вам очень благодарен за те тренинги, которые вы кидаете. Вы вообще молодец, я слежу за вашим YouTube-каналом. Я вообще вам искренне завидую всем этим вашим путешествиям. Да? Большим, да, женщин. Угу. Которые могут определять как продукт, так и обучение. Да, конечно, я очень... Да у нас вообще международная же компания, понимаете? И я точно знаю, что в Турции, я в Инстаграм на многих людей, которые пользуются Vivasan в Турции, подписан. Вот из Египта у меня, не знаю, есть кто-то или нет, но можно просто узнать, есть ли представительство, где, как доставка. Но если и в Канаде есть там, ну, уже где только нет, понимаете. Поэтому, естественно, да, я рад, что вы приходите. Александр, спасибо вам за поддержку и вообще всем, кто смотрит, и всех, кто интересуется здоровым образом жизни. Большое вам человеческое спасибо. Чем смогу, помогу, но вы поймите, я все-таки технический специалист, я далеко не все, к сожалению, знаю о компании, но у нас очень много людей, которые это знают. То есть есть к кому обратиться, понимаете, я когда сижу в офисе, и слушаю, ну, мне приходится слушать разговоры людей, менеджеров компании, я понимаю, какой вот золотой состав людей у нас работает. То есть насколько эти люди знают продукт, насколько они его любят, понимаете, потому что только человек, который любит этот продукт, он его не впаривает, поймите, он вот искренне рассказывает о нем. Почему? Потому что он сам получил результат, помог кому-то, понимаете. И вот я считаю, что вот Vivasan, я благодарен, что я работаю в Vivasan, потому что с моей точки зрения, мне есть опять же с чем сравнить, это именно наиболее честная сетевая компания. Потому что, ну, правда, есть о чем рассказать, есть чем поделиться. Но, к сожалению, к большому сожалению, вот ну, излишняя порядочность, с моей точки зрения, грешит Vivasan. Вы знаете, когда мы все такие уж очень честные, да, и там, да мы лучше помолчим, наш продукт сам о себе расскажет. Ну, наверное, это все-таки не всегда верно, ну, с точки зрения маркетинга, там, рекламы, особенно в наше время, когда люди вообще, не имея ничего, так расхваливают свой продукт, и они обманывают народ. Ну, реально обманывают. Люди же верят рекламе. Люди верят рекламе, понимаете. Они это покупают, и потом, блин, получаются какие-то непонятные. Vivasan реально лучший. Да нет, много хороших компаний, реально много хороших. Но я рад, что я работаю в Vivasan, потому что мне очень нравится и продукция, и люди. То есть на меня, конечно, многие обижаются, но я, опять же, благодаря бородатому мудрецу, бородатый мудрец всегда говорит, не надо себя сдерживать, понимаете, не держите все в себе. Поэтому что думаю, то и говорю. Ну, кому-то не нравится. Ну, не нравится, ну, блин, ваши проблемы. Итак, коллеги, сейчас я расскажу, как зарегистрироваться на платформе. Надеюсь, кому-то это поможет. Итак, погнали. Ну, во-первых, как это сделать правильно? Вообще-то наиболее правильный способ регистрации на платформе – это пройти по личной ссылке пригласившего вас человека. Ну, например, смотрите, например, вы решили зарегистрироваться под техподдержку, ну, которая вам точно что-то поможет. Да? Вот рекламный пост. В этом рекламном посте моя личная ссылка. К сожалению, вот ВКонтакте фиг получится, но я прям вот сюда сейчас ее выложу. Эту ссылочку свою. Вот она, эта ссылка. Вот вам комментарий напишу. Из ошибок, блин, как всегда, с ошибками.
Вот, это моя личная ссылка. Если вы по ней зарегистрируетесь, вы по ней пройдете, вы попадете вот на такую вот страничку. Вот здесь вот внизу написано, что вам необходимо сделать по шагам. Я специально это сделал для того, чтобы было меньше вопросов, да, для регистрации. То есть вы, во-первых, начинаете шаг 1, это заполняете вот эту вот простую форму, где вбивается ваша электронная почта, которую вбить необходимо именно правильно, ваш телефон и ваше имя и фамилию лучше, чтобы можно было как-то с вами связаться, как-то обратиться. Когда вы заполнили эту форму и нажали кнопочку «Отправить», я у себя в личном кабинете в разделе «Анкеты» увижу, что прилетела новая заявка от вас. Я с вами свяжусь, чаще всего я это делаю либо в WhatsApp, либо в Телеграме, ну то есть пытаюсь переписываться с человеком с помощью каких-то мессенджеров. Ну не получается, тогда пытаюсь звонить, но это в крайнем случае. Вот. Что вам нужно сделать? Вам необходимо дождаться письма вот на ту почту, адрес, который вы указали. То есть это нужно сделать, поэтому почту указывайте сразу верно. Приходит очень простое письмо, оно приходит не от VivaStars, оно приходит от Век Роста. Век Роста – это платформа, на которой мы организовали вот это наше обучение. Потому что вот все эти инструменты, подключенные сайты, личный кабинет, обработка анкет, все это нам дает Век Роста. А мы просто выложили на этой платформе свои уроки. Ждете письмо от Век Роста, в нем только одна ссылочка. Нажимаете на эту ссылочку, придумываете пароль от своего личного кабинета. Логин – это ваша почта. Все, сразу, пожалуйста, это сохраните. Как только вы придумали пароль, вы регистрируетесь, авторизируетесь, то есть вводите свою почту, вводите свой придуманный пароль и попадаете в свой личный кабинет. То есть вы попадаете вот куда-то вот сюда. Вот в такой вот личный кабинет вы попадаете. Что вам нужно сделать дальше? Вам необходимо выбрать раздел обучения, выбрать спонсоров и подключить первый курс. Сейчас методика обучения у нас работает исключительно пошагово. То есть вы можете подключить только курс «Знакомьтесь», международная компания Vivasan. Остальные курсы, если вы будете подключать, они будут требовать у вас пароль. Пароль или как продолжить обучение вы всегда найдете в последнем уроке. То есть вот последний урок, видите, он так и называется «Как продолжить обучение». Посмотрите этот урок, и вам расскажут, как продолжить, то есть как получить доступ к следующему курсу. Прыгать через курс не получится и даже не пытайтесь, потому что обучение – это стройная, четкая система. То есть нельзя осуществлять каких-то прыжков влево и вправо. Я это сделал исключительно специально для того, чтобы вы не путались и, скажем так, не путали техподдержку. Все, начинаем учиться. Последнее, что есть на этой страничке регистрации, посмотрите, пожалуйста, это вот то, что я пометил вот таким вот значком. Что это такое? Так как я уже сказал, мы с вами находимся, то есть мы обучение построили на платформе Век Роста. Это коммерческая платформа. То есть когда вы попадаете на эту платформу, то есть входите в свой личный кабинет, особенно как только вы зарегистрировались. Так, извините, что-то не хочет он появляться. Сейчас попробую войти в кабинет Ольги Васильевны. Ну, поверьте на слово, то есть как только вы войдете в личный кабинет Век Роста сразу вам начнет засыпать вас рекламой. То есть пройдите это, купите то-то и так далее. Я вам очень рекомендую, блин, вот как назло реклама не появляется. Я вам очень рекомендую все-таки игнорировать эти сообщения, то есть не надо ничего покупать и так далее. То есть эти предложения я, к сожалению, не могу отключить. Они автоматически рассылаются системой, потому что платформа Век Роста хочет зарабатывать на всех, кто на ней регистрируется, хоть какие-то деньги. Но я вам дал совет отказаться, дальше вы, все взрослые люди, принимайте решение самостоятельно, потому что на платформе есть целый интернет-магазин, который предлагает вам что-то купить, какие-то очень полезные, как они считают, курсы и так далее. Вот мне вчера звонила женщина,
от век роста, да, которая, как она считала, хочет мне помочь с чем-то, да, но идея заключалась в следующее: почему вы у нас ничего не покупаете, у нас столько новых продуктов появилось. На простой вопрос, какие конкретно у вас продукты появились, назовите их по именам, да, получил ответ: у нас много новых продуктов. Ну, то есть я понимаю, что я понял, что я общаюсь с очень компетентным с технической точки зрения человеком. Ну, она, конечно, быстро пожалела, что мне позвонила. Ну, такое часто случается, к сожалению, общаясь со мной. Вот, поэтому, коллеги, не надо ничего покупать, во всяком случае, на первом этапе. Пройдите, посмотритесь и так далее. Вот, те, кто уже был зарегистрирован на век роста, коллеги, не надо регистрироваться повторно. Вот, кстати, вот эту форму вы можете заполнить на любом нашем сайте. Вы можете ее заполнить на нашем сайте вебинаров. Анкета также прилетит. И вы тоже можете получить доступ к личному кабинету и также начать учиться. Понимаете, просто на страничке, которую я вам показывал, уже все расписано по шагам. Что нужно делать, что нужно нажимать после регистрации и так далее. И, конечно, лучше регистрироваться по ссылке человека, который вас пригласил. Если вы не хотите там чего-то ждать, ну, регистрируйтесь с сайта zkbv.ru. Эта регистрация будет идти под техподдержку, то есть под саму платформу, не под конкретного человека. Вот, теперь, что же делать людям, которые уже были зарегистрированы на век роста? Коллеги, вам не надо проходить повторную регистрацию, ну не надо этого делать. Сейчас покажу, что вам надо делать. Вам нужно, если вы, конечно, забыли свой пароль, просто-напросто восстановить этот пароль. То есть найдите ссылочку. Вот, сейчас покажу вам. Так, возвращаюсь. Включаю. Вот, найдите ссылочку на век роста, надеюсь, она у вас осталась в закладках. Если нет в закладках, напишите в Яндексе «Век роста». Вот кликните на этот сайт, и вы попадете на страничку регистрации. Ну, давайте для чистоты эксперимента так и сделаем. Век роста. Вот написал, в поиске здесь написал. Вот этот век роста, да, платформа номер 1. Вот так вот выглядит главная страничка. Нажимаю «Войти», потому что я уже был зарегистрирован. У вас откроется вот такая вот страничка. Вам нужно заполнить электронную почту и пароль. Вот если вы этот пароль забыли напрочь, да, видите кнопочка «Восстановить», «Напомнить пароль». Да, «Восстановить пароль». Вот нажмете на эту кнопочку, введете вот сюда свою электронную почту, нажмете на кнопку «Восстановить». Вам на почту придет опять же письмо от век роста с возможностью придумать новый пароль. И будет то же самое, что делает человек при регистрации. Он придумывает новый пароль, его вводит, попадает в свой личный кабинет, выбирает обучение, спонсоров, и вы уже не увидите старые курсы, которые у нас были, они уже не отображаются на платформе, вы увидите новые курсы и начнете их изучать заново, потому что там уже совершенно другая информация того, чего не было у нас в первом варианте нашей платформы. Вот так это работает. Итак, коллеги, время у нас сколько? Время у нас прям ровно час прошел. Почему-то трансляция в Инстаграм еще идет. Странно. Уже должна квакнуть. Я уже должен проститься с вами, инстаграмеры. А вы почему-то еще продолжаете мне там смотреть. Коллеги, я сейчас делаю такой небольшой перерыв. И людей, которые у нас находятся в чате Viva Stars Content, я вас приглашу вот сюда, вот в комнату. Только, пожалуйста, коллеги, это заходите. Те, кто может включить камеру или хотя бы микрофон, ну, то есть нужно как-то голосом общаться. Мне с черными экранами, молчаливыми общаться вообще не хочется. Понимаете? Я вот сейчас эту ссылочку скидываю вам. А кто закончил, кому нужно куда-то бежать, коллеги, бежите. А нам подключайтесь. Ну, опять с ошибками написал. Ну, в общем, ссылка есть. Все, что вам нужно сделать, просто кликнуть на эту ссылку, придумать имя себе, чтобы я понимал то имя, которое будет отображаться, и начнем общаться. Все, коллеги, благодарю всех, кто посмотрел нашу основную часть. Ссылку на регистрацию на платформе вы найдете в описании этой трансляции. На
ВКонтакте, я это написал в комментариях, потому что в других социальных сетях Рестрим не обрезает описание трансляции, а ВКонтакте почему-то, обрезает. Вот для контакта специально скинул. В Инстаграм ссылка на регистрацию в моих профилях. Зайдите, посмотрите. Вот вебинары наши все абсолютно бесплатные, поэтому если вы нажмете лайк и самое главное, если вы поделитесь этой трансляцией, нажмете кнопку «Поделиться», вам это несложно, мне будет приятно. Если вообще работаете в компании Vivasan, сделайте это. Пусть ваши друзья, среди которых однозначно много вивасановцев, узнают о такой возможности как-то поучаствовать, поучиться, поработать командой. То есть чем нас будет больше, тем будет лучше. Вот уже кто-то из наших подключается. Ну, я сейчас немножко подожду. Включу сейчас музычку послушать. Вдохнуть свежий морской бриз или затеряться в заснеженных городских улицах, спуститься с горы по мягкому хрустящему снегу или согреваться чаем в уютном лесном шале, исследовать невероятные архитектурные шедевры. Ай. Рекламу послушал, про музыку забыл. Так, 2 минутки и расскажу, как работать с Crello. Ну. Атмосферой бронь пробивал, но не пробил туман. И мертвый месяц еле освещает путь. И звезды давят нам на грудь, не продохнуть. И воздух я давит, как ртуть, нельзя свернуть, нельзя шагнуть, и не пройти нам этот путь, такой туман. А куда шагнуть? Вот покажи путь, вот для нас всегда бесплотный бог. Нас бросает дрожь, вдруг начался дождь, нас собьет конкретный сильный дождь. И месяц провоцирует нас на обман, и испарение земли бьет как дурман. И каждый день нас как капкан, и хлещет кровь из наших ран, и не пройти нам этот путь, такой туман. Да, это музыкальная пауза. Это сектор газа. Это люди, которые прям вот жили относительно недалеко от того места, где я сейчас нахожусь. Все пошло на стик, наша жизнь как миг, коротка, как юбка у путан. Нам все нипочем, через левое плечо, плюнем и пойдем через туман. Пусть мертвый месяц еле освещает путь, пусть звезды давят нам на грудь, не продохнуть. Пусть воздух я давит как ртуть, и пусть не видно, где свернуть, но мы пройдем опасный путь через туман. Ну, камеру-то включайте. На работу уже надо уже быть накрашенными. Камеру-то включайте. На работу уже надо уже быть накрашенными. Через туман, но мы пойдем с тобою путь через туман, но мы пройдем опасный путь через туман. Все. Так, у кого-то там микрофон еще, видимо, с какого-то дополнительного устройства. Да, задержка приличная, где-то секунд 30. Песня уже давно закончилась, но она еще растекается по интернету.
Так, у кого-то там микрофон еще, да, у кого-то прям колонки так классно работают, народ, вы все-таки секунд 30. Я не могу найти этого человека, потому что здесь это не так удобно, поэтому вы как-то сами отключите дополнительное устройство, которое сейчас у вас вещает. Колонки так классно работают, народ, вы все-таки... Я не могу найти этого человека. У меня камера не включается. Ну, не включается, ладно, тут у многих камера не включается. Включите дополнительное устройство, которое сейчас у вас вещает. Народ, ну, отключите эти вот дополнительные динамики. У кого там микрофон? Нажмите микрофончик внизу. Ладно. Это сложно. Для того, чтобы отключить микрофон, у вас под окном есть такая кнопочка с изображением микрофона. Так, пальчиком на нее бимс. Вот те, кто с телефона, конечно, возможно, там не так хорошо отображается. На компьютере все очень хорошо видно. Для того, чтобы отключить микрофон, у вас под окном... все, нашел этого человека. Вот он. Все, обрубил я тебя. Гость номер 1. Все, гостя номер 1 у нас теперь нет, без гостей. Все-таки отображается у кого двигается фолдер. Окей. Итак, коллеги, о чем я сегодня хотел вам рассказать, это все-таки еще раз показать, как в Crello, это профессиональный инструмент, создать картинку. То есть конкретно давайте создадим квадратную картинку для Instagram, потому что это то, чем большинство из вас пользуется. Вот. И после этого эфира еще целых 2 дня у вас будет. Это сегодня и завтра. И еще понедельник, половинку дня. Я это говорю для тех, кто не сделал никакого дизайна. И для тех, кто сделал дизайн, но никому его не показывает. Вот он его бережет. Вот, коллеги, если вы результаты своей работы не выложили в наш общий чат, значит, я буду просто считать, что вы ничего не сделали. Ну, давайте честно говорить. Ну, как я узнаю? Не показывает. Вот он его бережет. Так, все. Коллеги, да, это один и тот же человек. Не буду я вас включать. Не выложили наш общий чат, значит, я буду... Отключи. Отключился. Вот. Те, кто ничего не выложил, народ, без обид, давайте сделаем так. Я вас просто в понедельник поудаляю из команды в Crello и освобожу места для тех, кто хочет что-то создавать. Потому что, еще раз повторюсь, у нас профессиональная, без всяких ограничений версия Crello. Почему вы не хотите ей пользоваться, не хотите создавать? Я не говорю, что все, но многие из этих 10 человек ничего пока не сделали. Давайте тогда освободим места для тех, кто хочет что-то делать, потому что инструмент хороший, и он у нас не вечный, мы его только на год оплатили. Итак, как же пользоваться Crello, как в нем создавать? Я сейчас включу демонстрацию экрана. А что это такое-то? Ну, или у нас народу слишком много? Да не, ну не может же быть такого. У меня перестала включаться демонстрация экрана. Вот пипец-то какой. Перехвалил. Так, сейчас тогда, наверное, трансляцию... нет, вот сейчас заработало. Нет, не заработало. Да если я перезагружусь, то это все. Просто дико тормозить стало. То есть, видимо, в комнате стало больше людей и прям мега задержка. То есть квакаю, она только появилась. Игорь, тут вообще все висит. Но я уже и понял, изображение висит полностью. Сейчас должно отвиснуть. У меня все нормально. Нет. Сейчас отвиснет. Все, я включил демонстражку. Но просто все-таки, видите, Zoom 100 человек, ну они молодцы. Все-таки рестрим это для того, чтобы кто-то там один. 20 человек в комнате? Да нет, не может нас быть 20 человек, нас раз, два. Тут 10 человек может быть максимум в комнате. Нас значительно меньше. Так, ладно, демонстрацию я включил, раскрываю на весь экран. Вот, и начинаю вам показывать то, что я делал.
У меня крыло в закладочках. Вот. Давайте я вам покажу, как я вот создавал, например, пост для сегодняшнего мероприятия. Во-первых, зашел в Крело, так как у меня в закладочках, то есть я его просто выбрал и автоматически влетел в свой личный кабинет. В Крело, так как мы работаем командой, вы можете выбирать свой личный аккаунт, то есть то, что я здесь делаю, вы не видите, да? А у вас, скорее всего, по умолчанию выбирается вот командный аккаунт, и здесь те дизайны, которые делаем мы все. Вот все дизайны, которые делал я, которые вы сейчас делаете, они здесь видны. Поэтому сейчас каждый из вас может взять чей-то дизайн, просто кликнув на него, и взять его и исправить под себя, там, поменять текст, поменять картинки и так далее. Но я покажу, как я это делаю с самого начала. То есть нажимаю в левом уголочке на значок Крело и попадаю на главную страничку. Либо вот можете нажать на закладочку «Главное». Я был в проектах команды на закладочке, а вот сейчас я на страничке «Главное». С чего начинаем? Начинаем в первую очередь с выбора размера. То есть я должен определиться с размером того изображения, которое я создаю. Вот типичная ошибка, когда мы квадратное изображение фигачим в сторис, которое вертикальное, да, либо вертикальное сторис начинаем размещать там, где только квадрат, либо только горизонтальное изображение умещается. И это приводит к тому, что ваша хорошо сделанная картинка, которая классно отображается у вас в Крело, очень жестко деформируется. Значит, что мне нужно? Мне нужна Instagram-публикация. Вот она. Я просто кликаю на нее. У меня открывается дополнительное окошко, в котором сейчас я могу перейти к шаблону, к выбору шаблона для Instagram-публикации. Но по умолчанию Крело мне дает, видите, такой белый чистый квадратик, и вы можете создавать дизайн с нуля. Вот хотите, делайте все с нуля. Но с моей точки зрения это очень много времени тратится. И если у вас еще не набит опыт, понимаете, рука, нет какого-то взгляда там дизайнерского, то то, что сделаем с чистого листа, не будет очень красиво выглядеть. Плюс еще нужно что понимать? Изображение, которое вы размещаете в социальных сетях, оно живет день-два. День-два, понимаете? И если вы тратите на создание этой картинки больше 15 минут, то уж это очень такие несоответствующие затраты. Так, что-то у нас тут квакает, кто-то что-то пишет. Если хотите что-то сказать, просто скажите, так оно будет лучше. Итак. Игорь, а что значит живет 2-3 дня? Вот я не совсем понимаю изображение. Ну вот смотри, например, ты опубликовала у себя ВКонтакте какой-то пост. Ну вот, например, я сейчас перейду к себе на контакт. Что значит живет? Это то время, когда этот пост кто-то видит, кто-то на него реагирует. Вот я разместил пост, видишь, вот этот, да? Вот на него 12 человек там пролайкали. Сегодня. Завтра, например, может быть, 1 или 2 человека еще лайкнут. Через 3 дня вообще никаких лайков не будет. Почему? Потому что его никто больше не увидит. Потому что он из ленты исчез. Кто зайдет на страничку ко мне, вряд ли кто-то будет глубоко листать мою ленту. То есть 2 дня это самые активные по лайкам идут и по отзывам? Да, это когда есть какой-то охват. Но я говорю вот именно о классических социальных сетях. Это Контакт, это Facebook, понимаете, Одноклассники и так далее. Просто методика поиска работает именно вот так. Если я говорю о Пинтересте, либо о Ютубе, там поиск происходит, мягко говоря, по-другому. Я вам приводил пример. У меня на Ютубе смотрят видео, которые я выкладывал там 5 лет назад. И их еще лайкают, и их еще смотрят. Конечно, меньше, чем новые видео. Любое новое продвигается самой социальной сетью, но все равно их находят, они появляются в поиске, и их с ними взаимодействуют. Для контакта пост, который я выложил месяц назад, он уже мертвый. Его уже все, какой бы он красивый не был. Поэтому какие-то очень красивые посты, которые у вас набрали много всего, вы их можете удалять со стены и выкладывать заново как новыми. И вот тогда они получат вторую какую-то жизнь.
Поэтому много времени вот на создание картинки тратить нельзя. Вот только поэтому то, что мы сейчас делаем, собираем все эти картинки в виде хранилища, мы очень облегчаем жизнь другим людям, которые придут за нами. Теперь, с чего я начинаю? Я ищу шаблон, в котором у меня есть расположение текста в нужном мне объеме. То есть я хочу написать в Новый год с новыми знаниями и Viva Stars. То есть по большому счету мне нужен текст, но в таком не очень в объемном варианте, но все равно текст нужен. Смотрите, вот почему я выбрал вот этот вот шаблон, а я его нашел и кликнул на него. Потому что я понял, что вот здесь вот вместо Mercury там Christmas, Merry Christmas, я могу написать в Новый год, а вот здесь вот могу спокойно написать Viva Stars. То есть я исхожу не из картинки, не из цвета, не из чего, а из возможности расположить текст. Потому что цвета картинки я потом могу спокойно поменять. А вот с текстом, с его расположением, чтобы все это делать, нужно быть уже такой творческой личностью. И моя задача уместить текст именно в тех рамках, как мне предлагает шаблон, и никуда его не двигать. И оставить его по возможности такого же размера и такого же написания. И вот, к сожалению, в Крелла с текстом не очень хорошо это получается, потому что у них большинство шрифтов не имеют кириллицу. Смотрите, с чего я начинаю? Я хочу изменить текст. Я кликаю на текст, у меня он должен обвестись в рамку, и должно обязательно появиться вот такая вот панелька настройки текста. Если она не появилась, значит компьютер или интернет у вас притормаживает, то есть не надо там мучиться. То есть пока не появилась вот эта вот штука с настройками текста, ничего не делайте. У меня она появилась, я беру, выделяю этот текст и пишу по-русски. Новый год. Там дыдыч, да? Значит, обратите внимание, шрифт не имеет кириллицы, поэтому он, мягко говоря, принципиально поменялся. И уже этот шаблон смотрится убого. Вот вы все понимаете, что по сравнению с тем, что было, просто поменяв шрифт, я вообще поломал этот шаблон. Так, что тут народ еще пишет? Ссылка на подключение демонстрации экрана нет. Ничего не понял. Так, народ, голосом-то что-нибудь скажите, у кого микрофоны включены. Что не так-то? Видите, что я показываю? Есть. Ну, все тогда, все нормально. Так, то есть всем понятно, что из-за того, что принципиально поменялся шрифт, у меня и шаблон стал смотреться убого. Поэтому моя задача подобрать шрифт такой с кириллицей, как у меня был англоязычный. Что я для этого делаю? Я выбираю то, что я напечатал, открываю список шрифтов и начинаю искать. Видите, написано кириллические шрифты. Ищу шрифт, который был вот такой вот, ну, похож, но не совсем. Ну, вот такой, наверное. Вот что-то вот типа такое. Конечно, не надо перебарщивать с вот этими вот с рукописными штуками, потому что иногда шрифт вообще получается нечитаемый. Но подбор шрифта – это то, что нужно обязательно сделать, понимаете, чтобы вы получили что-то понятное, читаемое и не меняющее стиль самого шаблона. Ну, давайте вот такой вот шрифт оставим. Иногда я часть буквок оставляю оригинальным шрифтом. Вот если бы я не все удалил. Вот смотрите, можно было сделать как? Взять, например, вот эту часть напечатать. Новый год. У меня часть шрифта вот осталась. Вот оригинал. И здесь я могу брать и подбирать русскоязычный шрифт, который как бы был ближе похож на оригинал. Но еще раз повторюсь, не так много здесь русскоязычных шрифтов, поэтому разбежаться тут как-то не особо получится. Это проблема Крелла. Так, ладно, оставим тот шрифт, который был в Новый год. Теперь, что еще можно сделать со шрифтом? Выбрали шрифт, закрыли вот эту вот панельку.
щелкнули еще раз, чтобы она появилась. Вот. Что я могу делать? Я могу менять размер. То есть хотите сделать побольше, можно сделать побольше. Если диапазон шрифта, если нужного размера вот в этом списке нет, вы его можете напечатать. Прям взял и напечатал 50, потому что 50 нет, есть 48 и 54. Но я взял, напечатал нужный мне размер и все. Вот в Новый год. Что еще можно менять? Можно менять расстояние между строчками, уменьшать и увеличивать, иногда это очень важно бывает. И расстояние между буквами. То есть если шрифт залип, как у меня, вот если я его немножко растяну, становится более понятно для чтения. Вот здесь я пишу там Viva Stars, аналогично. Что еще можно делать? Вот когда у вас шрифт вот такой вот рамочки, то есть вы его можете, прижав левую клавишу, таскать куда хотите, но не рекомендую утаскивать его вообще в совершенно другое место, потому что шаблон будет прилично нарушаться. Можно его растягивать, хватая за вертикальную такую палочку. Можно растягивать его пропорционально, хватая за круглую такую палочку. То есть это тоже аналог изменения размера. Вот. Но это все, что вам потребуется делать со шрифтом. Что делаем дальше? Дальше, конечно, можно менять саму картинку. Вот если вам по каким-то причинам не нравится вот эта картинка, вы можете заменить свою. Что вам для этого? Я сейчас нахожусь в шаблонах, можете щелкнуть на фото и посмотреть, какие фото вам предлагает сам сервис. То есть можете найти какое-то понравившееся вам фото. Но если вы хотите менять картинку, желательно, чтобы она была такого же цвета, то есть в такой же цветовой палитре, как и картинка в шаблоне. Тогда у вас не принципиально поменяется сам шаблон, понимаете? То есть вы выдержите стилистику шаблона. Ну, например, взял вот эту вот картинку и, например, взял ее и потащил вот сюда вот в Крелла. А в чем проблема у Крелла? Иногда он не заменяет картинки автоматически. Иногда нужно сказать ему, то есть взять ее вот так вот, растянуть на нужный вам размер. Вот, например, это мне очень не нравится в этом сервисе, потому что Canva эту проблему замены картинок решает, ну, скажем так, автоматически. Мне это вот тут не очень нравится, но что поделаешь, такова жизнь, да? Приходится с этим смиряться. Картинку, в принципе, можно, если она у вас выбрана, видите, сделать фоном. Вот я щелкнул на значок с изображением слоев, а благодаря вот этому значку, например, вы положили и закрыли картинкой текст. Например, вот так вот взял его, немножко растянул, но текст у меня закрылся, да, но щелкнув вот на этот значок, я могу эту картинку немножко опустить вниз, видите? И она у меня опустилась ниже и вообще исчезла, да. А я могу эту картиночку, опять же, благодаря вот этому значку, сделать, например, фоном изображения, предварительно удалив предыдущий фон, чтобы он у меня не... Ой, все вообще поудалял изверх. Предварительно удалив вот этот вот фон, который у меня хранится на картинке. Так, что еще можно делать с картинкой? Вот у меня кто-то спрашивал. Да. Игорь, по ходу Да, можно да, вопрос? конечно. Конечно, Вот спрашиваю. поставила картинку, допустим, закрыла, начинаю картинку чуть смещать, я ее поставила уже в шаблон, и из-под этой картинки край этой же картинки торчит, бы как, ну, как две картинки. Почему так получается? Ну, потому что здесь вот нужно, если несколько картинок у вас лежит на шаблоне, то есть, например, сейчас вот возьму еще одну картинку, положу. Вот, Нет, например, я лежат... одну поставила. Нет, я поставила одну. Если одна картинка, то ее, во-первых, еще можно с помощью вот этих вот инструментов взять ее, обрезать, как хотите, двигать ее. То есть это я бы назвал более правильно кадрированием. Вот. И, конечно, когда вы начинаете работать с картинкой, вы, пожалуйста, помните,
вот об этом, об этих расположениях. Ну, то есть представьте, у вас как бы несколько листочков лежат на столе, да, и вы с помощью вот этого инструмента можете их немножко перемещать, например, вниз, вверх, то есть двигать по своему расположению. И одна картинка будет закрывать у вас другую. Ну, если я, конечно, правильно понял вопрос. Или неправильно понял вопрос. Алло. Не слышу ничего. Так. Алло. Я Ладно. что я поставила картинку в центр шаблона. Слышно меня? Слышно. Ну вот, давайте, я поставил картинку. Ну, и что вы с ней делаете? Поставила центр шаблона. Вот, и я начинаю ее смещать, под нее выходит край этой же картинки. Этой же картинки, какую я вставила. Она как бы раздваивается. Нет, это глюк, такого быть не может. То есть если вы ее вот выбрали, ну вот смотрите, я вставил картинку, я ее выбираю, я ее могу спокойно двигать, она никуда не раздваивается, видите? То есть если сервис работает нормально, то есть никаких раздвоений быть не может. Вы можете ее скопировать, и тогда она у вас раздвоится. Есть такая функция копирования. Вы ее можете изменять ей размеры, вы ее можете кадрировать, понимаете? То есть вот вы можете кадрировать картинку, что-то с ней делать. Но раздвоиться при перетаскивании она никак не может. То есть если несколько картинок у вас лежит, вы тут можете их закрывать друг другом, либо, например, вот так вот менять расположение этих картинок, они у вас будут по-разному друг друга закрывать, в зависимости от того, какая из них выше, какая ниже лежит. Но раздваиваться нет, этого быть не может. Но если такая проблема будет возникать, вот Skype появится, позвоните, покажете, потому что, ну, честно говоря, я не сталкивался с этим. Дело в том, что у Крелла бывают глюки необъяснимые, то есть, возможно, то, что вы сейчас говорите, это и есть глюк. Теперь с текстом сделали, с картинками определились, да, кто-то еще спрашивал, там, как поменять фон. То есть если вы какую-то картинку вот резанули, то есть положили, да, здесь, во-первых, есть такая функция, когда выбрана картинка с однородным фоном, есть кнопочка «Удалить фон». То есть сейчас с этой картинки сервис удалит этот фон. Лучше, конечно, удаляется однородный фон. Там белый, как здесь красный, либо зеленый. То есть это специально такие картинки делают с хромакеем, чтобы с них было, ну, удобнее удалять фон, чтобы у нас получилась контурная картинка. Видите? У меня получилась контурная картинка, которую я сейчас могу расположить уже по этому шаблону, да, и уже будет это смотреться, мягко говоря, немножко по-другому. Да, вот вам подарок мужика к вам к Новому году задарил, да. Теперь, что еще можно сделать после того, когда вы, ну, закончили формирование своего графического изображения? Вы можете из этой картинки сделать анимацию, то есть можете сделать видео, да? Вот есть кнопочка «Анимировать», да? И что? Да, и вы можете выбрать, то есть, варианты анимации, то есть как это у вас будет двигаться, там, всплывать, выплывать, настраивать. Не слышу. Алло. Трещит, квакает и так далее. Вот, наверное, в этом режиме картинки и раздваиваются. Интересует, как поменять надписи. Как поменять что? Цвет. Алло. Как поменять цвет? Цвет надписи, текста? Ну, тут вообще все относительно несложно. Цвет надписи. Цвет надписи поменять. Значит, смотрите, вот вы выбрали текст, да, он у вас белого цвета, да? Вот выбран текст, жмем вот сюда на значочек, настройки текста, и значок с изображением цвета, кажется, он вот он. Так, где цвет? Нет, это псевдосимволы. Заливка. Вот она, заливка.
Они вынесли это отдельным значком вот в панель управления. Даже не в управление цвета, а вообще вот сюда. И вот специальный шрифт. Вы можете выбирать то, что вот вы хотите. Видите? Например, взял вот такую вот синюю фигню, выбрал. Если не хватает этих шрифтов, можете двигаться вот здесь. Вот, выбирать по палитре, например, вот что-нибудь зеленого выбрать, вот такого. Вот, кстати, вот здесь же в заливке, если вы выбрали какую-то картинку, видите, у нее тоже можно менять фон после того, как вы ее вырезали. То есть удалили этот фон, вот, и можно ее там чем-то другим фоном взять, ее абсолютно и залить. Значит, еще раз повторюсь, что на уроках в вашей платформе есть то, что называется 5 первых шагов. Посмотрите, пожалуйста, там очень такие достаточно понятные уроки, как что это все, как работать с этим редактором Corel. Ну, правда, очень много таких коротеньких видео. Посмотрите, я тоже буду стараться вам чем-то поделиться. Вот сейчас я просто работаю в двух сервисах. Это Corel, который я вам показываю, и Canva. То есть Canva мне как-то более ближе, но и сейчас вот большинство дизайнов я делаю в ней. Вот к Corel возвращаюсь, когда никакого творчества в плане шаблонов в Canva я не нашел. Они немножко отличаются, вот эти вот инструменты у них находятся немножко в разных местах, но разобравшись с одним сервисом, с другим вы разберетесь точно так же. А если еще посмотрите уроков, будет просто счастье. Значит, после того, когда вы закончили работу с дизайном, нажимаем на кнопочку «Скачать». И в зависимости от того, например, если вы использовали анимацию, вам по умолчанию предлагают скачать в формате MP4, то есть скачать видео. Если не использовали, по умолчанию будут вам предлагать скачать в формате JPEG, это картинка. Что значит по умолчанию? Это то, что у вас выбрано. Видите, галочка стоит. Вот я сейчас перенесу скачать в виде картинки, нажму скачать, и пошел процесс скачивания этой картинки вам на компьютер. После того, как она скачается, вы можете эту картинку уже размещать к себе в социальные сети. Вот она скачалась, вот она эта картиночка, посмотрите ее в папке. Вот то, что мы сейчас с вами сделали. Вот оно готово. Пожалуйста, размещайте. По умолчанию все скачивается в папку загрузки. Что еще хочу сказать? Если вы входите в свой команду, то есть проекты команды, то есть можно взять любой чей-то созданный шаблон, например, вот этот, да, нажать на «Редактировать», поменять шрифт, точно так же, как я вам показывал сейчас. Поменять, например, цвет заливки. Вот видите, я выбрал картинку, у нее вот такой вот розовый фон. Вот эта заливка. Щелкаю сюда и, например, выберу какой-нибудь вот такой вот зелененький. Да? Что я сейчас сделал? Я сделал уже практически уникальный дизайн. Я его скачиваю и скачиваю уже что-то совершенно другое. Выбрал шрифт. Там взял, поменял сам шрифт, не понравился мне там, вот так вот. Тоже я изменил картинку, она уже другая будет считаться социальными сетями. То есть, например, там взял, поменял анимацию, то есть нет анимации, я взял какую-нибудь там анимацию, зафигачил. Все, и из картинки сделал видео. То есть я на это потратил, секунды времени. Но я уже получил какую-то свою авторскую картинку. Вот только поэтому... Работа команды, то есть когда мы имеем все доступ вот к этим дизайнам, вы можете за несколько секунд делать какую-то авторскую картинку, то есть которая с вероятностью 100% будет восприниматься социальными сетями как новая. Просто поменяв цвет, включив анимацию из картинки, сделав видео, и получаем совершенно новый авторский контент, которого до этого не было в социальной сети. Вот смотрите, взял что-нибудь, нет, это уж переборно, с текстом белым. Так вот. Все готово, все готово. Скачиваю как JPEG. Все.
Новая картинка. Ну, сколько? 5 секунд. Уникальная картинка. Вопросы есть? Ой, не пугайте так. Как Чего? наложить Народ, у вас музыку пипец какой. на картинку? В Крелла с музыкой я не пробовал ничего, потому что все-таки Крелла и Canva – это сервисы для создания картинок. Анимация – это убогое видео. Если мы говорим о таком сервисе, как Цупа, как Промо, о которых я вам тоже расскажу, там прям есть отдельная функция – добавить звуковую дорожку. Там это делается в один клик. В Canva точно есть создание видео, и там тоже, кажется, есть возможность создания звуковой дорожки. Но, честно говорю, я не пытаюсь с помощью одного сервиса делать все. То есть мне больше нравится с видео работать в Супе. Вот в Canva я в лучшем случае создаю вот эти вот анимированные штуки, которые делаются там просто, не добавляя звук. Еще вопросы? Там есть музыка, значок. Но, возможно, честно, я так глубоко там не ковырялся. Потому что, честно говоря, я использую то, что мне нужно быстро. И меня пока это все устраивает. Так у кого же так квакает, что? Трещит что-то, блин. Так, еще вопросы есть? Про музыку. Загрузитесь, 20 человек. Так, ну вроде бы все, что я хотел рассказать. Побегу на работу, а я понял, у кого это квакает. Побегу на работу, вам тоже всем хорошего рабочего дня. У меня не получилось музыку наложить. Ну, хорошо, давайте тогда в следующий раз я посмотрю, как в Canva или в Corel накладывать музыку и расскажу вам. Потому что для меня это не было какой-то задачи, я не разбирался с этим. Сейчас просто не хочу ваше время тратить с разбирательствами, потому что и так уже 45 минут, час 45. Всем спасибо. Значит, все, кто... Так, извините. Значит, все, кто до понедельника не сделает и не выложит в наш чат какой-то дизайн, любой, народ, ну, извините, тогда я вас просто из команды поудаляю и открою доступ к новым. Это не угроза, ну, просто если сами не пользуетесь, освободите место для других. Все, всем спасибо, до свидания.